В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как получить яркий цвет корки у хлеба и хлебобулочных изделий. В первую очередь, яркий цвет корки бывает нескольких уровней. Бывает соломенный цвет, а бывает более яркий цвет, который уходит больше в красноту. По сути, более яркий цвет, который уходит в красноту, как правило, можно получить при длительном холодном брожении. И здесь уже технологии могут быть разные. Можно использовать в приготовлении хлеба и хлебобулочных изделий закваску, можно использовать опару, а можно использовать пулиш, то есть предварительно сброженное тесто. Помимо использования закваски, опары или пулиша, также необходимо использовать длительное холодное брожение в течение от 12, может быть даже до 24 часов. Здесь уже все зависит от того, какую технологию вы выберете и какой вариант подходит именно для вашей пекарни или вашего производства. Можно использовать в приготовлении хлеба различные сахара. Это может быть обычный сахар-песок, это может быть патока, сироп глюкозы, мед. Все эти полуфабрикаты влияют на цветообразование в конечном изделии и в готовом хлебе или хлебобулочных изделиях. Но здесь стоит учитывать, что при больших дозировках такие ингредиенты неминуемо влияют на вкус хлебобулочного изделия. И здесь уже важно поймать тот процент этих ингредиентов к массе муки, который подходит и по внешним показателям, то есть образование цвета, красивый яркий колер, и по вкусовым показателям. Потому что если дозировки будут достаточно большие, то хлеб будет более сладкий. Про закваски и опары я снимал несколько видео, вы можете посмотреть их на моем канале. И более подробно рассказывал, как именно ввести закваски в рамках пекарни полного цикла и какие варианты бывают. Здесь еще важно заметить, что интенсивное образование цвета очень важно при приготовлении хлебобулочных изделий, потому что напрямую влияет на потребительские характеристики и как следствие продажи. Поэтому это такой важный показатель, на который обязательно обращать внимание в пшеничных сортах хлеба. Предварительно сброженные теста, которые могут применяться для интенсивного и яркого колера в пшеничных сортах хлеба, это может быть бига, это может быть пулиш. Какой именно полуфабрикат выбирать, решать вам. Дозировки данного полуфабриката к массе муки начинаются от 2%. Он тоже влияет на интенсивное цветообразование, а также влияет на более быстрое образование клейковины в готовом тесте и как следствие дает чуть больший объем по сравнению с теми изделиями, в которых не были применены эти полуфабрикаты. Особенно эти полуфабрикаты могут помочь в исправлении слабой муки для слоеных изделий или, например, получение большего объема в сдобных изделиях. Но и как полуфабрикат для образования более яркого и интенсивного цвета в пшеничных сортах хлеба, данные полуфабрикаты тоже могут быть использованы. Есть еще вариант простых полуфабрикатов в виде опары разного свойства и разного качества. Про опары я снимал отдельное видео, где подробно разбирал, какие виды опары бывают и как их применять. Но такой вариант больше подходит для сортов хлеба, которые приготовлены сегодня на сегодня. То есть, например, заранее вы поставили опару, а потом замесили тесто. Опара тоже будет влиять на более интенсивное цветообразование в хлебе и тоже повлияет на более длительные сроки хранения хлебобулочных изделий. Что же касается более простых способов придать яркий цвет хлебу и хлебобулочным изделиям, то это сахара, всевозможные их варианты. Это может быть патока разных вариантов, это может быть сироп глюкозы, это может быть мед и это может быть простой сахар-песок. Какие же еще полуфабрикаты могут влиять на более быстрое и интенсивное цветообразование в хлебобулочных изделиях? Это может быть заварка разных форматов. От простой заварки, которая состоит из воды и муки, до более сложных заварок, которые добавляются дополнительные ингредиенты в виде, например, картофельных хлопьев, в виде патоки, сахара или каких-либо дополнительных ингредиентов в виде, например, пшеничного солода, либо ржаного неферментированного солода. Также в эти заварки может добавляться различная вкусоароматика, которая под воздействием температуры раскроется и даст более яркий интенсивный вкус готовому хлебобулочному изделию.
Заварки могут применяться, например, для таких полуфабрикатов, как тесто для пиццы. В этом случае у этого полуфабриката будет интенсивный коллер за существенно более короткий срок. Особенно это, например, важно для технологии выпечки в комбинированной печи. Такая технология обладает достаточно агрессивной средой. И изделия, которые выпекаются по подобной технологии, должны быть готовы за очень короткий срок, и при этом внешний их вид должен соответствовать полностью готовому изделию. Но когда я, например, разрабатывал тесто для пиццы по такой технологии, я столкнулся с тем, что данный полуфабрикат не набирает цвет за короткий срок. А если его и набирает, то готовое изделие уже практически высушивается. И как следствие обладает теми характеристиками, которые совсем не присущи пицце. Поэтому на каком-то этапе я принял такое решение, что нужно вводить заварку в данный полуфабрикат. И как следствие цветообразование в пицца-тесте улучшилось. И я получал готовое изделие с нужными техническими характеристиками, и при этом его внешний вид соответствовал полностью готовому изделию. Про технологию выпечки пиццы в комбинированной печи я снимал отдельное видео. Если вы выпекаете, например, замороженные изделия, которые на 70% готовы в подобной печи, или изделия, которые свежие, и выпекаете их тоже в такой печи, например, сэндвичный хлеб какой-то маленький или те же пироги, например, то в этом случае добавление заварки, которая может начинаться от 3 или 5% к массе муки, поможет добиться более интенсивного цветообразования, при этом само изделие в этой печи не высохнет. Помимо того, что заварка обладает такими свойствами, ее еще нужно готовить и держать в готовом виде на производстве. Потому что если мы будем готовить, например, заварку каждый день, то на это уходит достаточно много времени. Поэтому заварка готовится, например, раз в 3 дня и хранится в холодильнике. И по мере надобности она используется. Существуют еще варианты готовых заварок, которые произведены на промышленных предприятиях, а потом пекарни полного цикла покупают и просто используют. Но в этом случае себестоимость хлеба будет выше. И плюс у этой заварки ограниченные вкусовые характеристики, ограничен какой-то ингредиентный состав, здесь вы не сможете экспериментировать. Но при этом это существенно облегчает технологический процесс приготовления хлеба. Дозировки заварок к массе муки могут начинаться от 3%. Здесь уже стоит в первую очередь ориентироваться на вкусовые характеристики готового хлебобулочного изделия. Потому что заварка придает сладковатый вкус хлебу или полуфабрикатам, которые приготовлены на заварке. Но в то же время этот вкус можно назвать традиционным. Конечно, пшеничные заварные сорта сейчас не так распространены. Но тем не менее вы можете использовать данный полуфабрикат для приготовления пшеничных сортов хлеба или каких-либо хлебобулочных изделий. Также заварку можно применять в технологии полувыпеченных полуфабрикатов, которая поможет за более короткий срок образовать цвет на изделии. Конечно, для этого есть и другие технологические добавки, но такой вариант тоже существует. Единственным условием в этом случае для того, чтобы внешний вид хлеба был похож на стандартный пшеничный хлеб, то для заварки стоит использовать, например, пшеничную муку, патоку и, например, картофельные хлопья. То есть не использовать, которые по цвету могут отличаться от пшеничного хлеба. Это может быть солод или солод ржаной неферментированный. В этом случае, конечно, такой полуфабрикат, как заварка с этими ингредиентами, он будет виден в готовом изделии, потому что будут некоторые крапинки на самом изделии. Это неправильно. Поэтому здесь, конечно, для пшеничных сортов хлеба ограниченные ингредиенты, которые можно использовать для заварки. Технология же длительного холодного брожения может быть применена как с этими полуфабрикатами, которые я описал раньше. Это заварки, опары, закваски, предварительно сброженные теста. Также она может быть применена просто в формате длительного холодного брожения. Когда вы замешиваете тот же хлеб, который замешивали до этого, единственно помещаете его в холодильник и после 12 или 24 часов вы его выпекаете.
Здесь, конечно, нужно будет пересмотреть рецептуру в сторону уменьшения дрожжей и сделать так, чтобы на производстве появилось место для этого длительного холодного брожения. Но в этом случае вы получите более интенсивное цветообразование за короткий срок и более яркий колер. По длительному холодному брожению, например, для больших предприятий, может быть использован вариант, когда все тестовые полуфабрикаты бродят уже в разделанном виде, например, там 300, 400, 500 или 600 грамм, помещаются в формы и потом помещаются в холодильник. А может быть вариант, когда вы ферментируете само тесто в пласте теста, то есть помещаете его в пластиковый ящик, пластиковый контейнер, накрываете крышкой и помещаете в холодильник. А потом уже разделываете изделия, формуете их, дальше идет расстойка и выпечка. Такой вариант будет дешевле. Почему он будет дешевле? Потому что не нужно будет закупать формы, не нужно будет закупать дополнительные шпильки-тележки, а достаточно просто контейнеров. При этом технология разделки замеса по сути не изменится. Единственное, добавится время на длительную холодную ферментацию. Конечно, длительное холодное брожение в формах без тефлонового покрытия может быть существенно затруднительным, потому что с течением времени масло, которое наносится на формы, впитывается в саму тестовую заготовку. И как следствие, в конце выпечки можно получить результат, в котором само изделие будет просто прилипать к форме. В этом случае лучше использовать, конечно, формы с тефлоновым покрытием, тогда масло будет не обязательно. Либо использовать вариант ферментации теста в пласте теста и получить тот же самый результат с существенно меньшими затратами. Смотрите и другие видео на канале «Как открыть пекарню».